Сегодня будем готовить вот такую вкусную лепешку. Она с начинкой. Внутри у нее тягучий сыр. Посмотрите. Готовится просто, а получается очень вкусно. Друзья, всем привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом лепешки. Она готовится очень просто и получается безумно вкусно, потому что она будет с начинкой. И для этого даже не нужна духовка. Приступим? На самом деле рецепт очень простой. Нам понадобится кефир комнатной температуры 300 мл. Или слегка теплого можно. Выливаем его в миску, добавляем чайную ложку соли и добавляем чайную ложку соды. Все перемешиваем. Сейчас сода вступит в реакцию с кефиром, и кефир начнет вспениваться. Вот прямо сейчас можете посмотреть, как это происходит. Далее нам необходимо добавить примерно 400 грамм просеянной муки. Вымешиваем тесто сначала в чашке, а потом уже на столе. Друзья, это такое тесто, которое даже при вымешивании, оно все равно немного будет липнуть к рукам. Вот, поэтому слишком много муки не добавляйте. А просто, когда будете вымешивать его, можно смазать немного руки растительным маслом. Друзья, а еще другие рецепты вы можете посмотреть у меня на канале. Ну все, теперь перекладываем его на стол и начинаем вымешивать здесь. Оно получается таким нежным, мягким. Сейчас мы его вымесим так, чтобы оно было однородным. И нужно будет положить на полчасика в пакетик, чтобы тесто отдохнуло. Пока тесто отдыхает, мы приготовим начинку. Для этого нам понадобится примерно 100 граммов твердого сыра. Натираем его на терке, на крупной. Друзья, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Затем нам понадобится 250 граммов сыра моцарелла. Натираем также его на терке, на той же самой крупной. И еще один ингредиент – это зелень. Друзья, далее необходимо нам 250 грамм творога 5%. Перемешиваем все. Теперь нам необходимо сформировать шарики. Берем вот так вот и формируем вот такие вот колобочки. Вообще, по идее, должно получиться 5 таких шариков, но у меня, наверное, получится побольше. Шарики не слишком крупные. Друзья, тесто наше отдохнуло. Вынимаю его с пакета. Немного присыпаем мукой поверхность рабочую. Тесто, я напоминаю, должно быть немного липким. Это нормально. Не нужно добивать его мукой, чтобы оно было не липкое. Если вам некомфортно, то можно смазать руки растительным маслом. Вот. Формируем такую колбаску. Немного. У меня получилось 6 колобочков. Вот. Делим на 6 равных частей. Если не получается на глаз, то тогда можно использовать весы. Далее тесто раскатываем, сначала немного руками, а потом берем скалку. Далее на середину кладем нашу начинку и начинаем слеплять. И теперь по кругу формируем колобочек. Все хорошо необходимо залепить. Вот такой вот он получается. Теперь необходимо его снова и снова раскатать. Сковородку ставим на медленный огонь, кладем нашу лепешку и выпекаем с двух сторон до образования корочки. Друзья, переворачиваем лепешку.
Возможно, ее нужно будет перевернуть 2-3 раза. Вот, чтобы она пропеклась со всех сторон и внутри была пропеченная. Друзья, вот такая вкуснятина у нас получилась. Обязательно приготовьте, ваши родные и близкие останутся в восторге.